Душа Золотого кольца России, музей под открытым небом. Куда ни посмотри, древность, которая дошла до нас почти в первозданном виде. Здесь дух славянских традиций и волшебство святых мест. Всем привет, это Ян Буян. И мои подписчики в инстаграме по многочисленным сторис знают, что этот выпуск будет о небольшом старинном городке Суздале. Чуть больше 200 километров от Москвы, и вот он, один из красивейших городов Золотого кольца. В сказочном Суздале я своими руками выкую подкову на счастье. Идеально. Подыграю народному хору на обычной пиле и даже поднимусь на колокольню, чтобы ударить во все тяжкие. Ну и, конечно, попробую весьма необычные блюда из огурца, бренда этого городка. Рекомендую попробовать наше огуречное мороженое. Берем. Приготовьтесь, приключения начинаются. Суздаль – это всего 15 квадратных километров и 10 тысяч жителей. Петляет по городу речушка Каменка с топкими берегами. И на том, и на этом в небо рвутся десятки золоченых крестов. Давайте посмотрим, какие достопримечательности есть в Суздале. Я открыла TripAdvisor. Итак, церковь, собор, церковь, монастырь, церковь, церковь, монастырь, монастырь, церковь, 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 опять церковь и снова церковь. И 20-я опять церковь. Ну и это, красивая церковь. Вьюгу над водой, ой, вьюгу над водой, вьюгу над водой расстилается. В этом городке так много храмов, что его впору назвать церковной столицей России. Колокольни особой суздальской формы, дудочкой. У одной из церквушек заприметила звонаря. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Яна. Яна. Очень приятно. Александр Леонов. Здравствуйте. Суздальский звонарь, гусляр. А вы Видите, как мы с мастер-классы вами здесь проводите? пересеклись. Да, это у нас сейчас закончилось занятие. У нас здесь проходят курсы звонарского мастерства как в рамках школы, действующей звонарского искусства, так и отдельные мастер-классы для туристов. Но есть благословение тоже проводить в рамках ознакомления с православной традицией русской колокольного звона. Так. Возможно, это наглость, а можно попробовать позвонить? Вот вы меня поймали, как раз у нас закончилось занятие. Я бы сейчас уехал, но если так уж сложилось у нас. Давайте поднимемся. Ой, спасибо большое. Мне повезло. Александр Леонов согласился преподать урок звонарского мастерства. Научусь едва ли, зато попробую понять, каково это бить во все колокола. А платок в храме одеваем на колокольне. Можно? Все, хорошо. По узкой винтовой лестнице осторожно взбираемся на колокольню. Я в предвкушении чего-то невероятного. С того времени, как я посмотрела фильм «Иван Васильевич меняет профессию», хотела оказаться на колокольне. Первое время Александр звонит сам. И слушать эту колокольную музыку, да еще вблизи, удовольствие, которое ни с чем не сравнить. Наконец звонарь доверяет колокола мне. Вот кажется, что вроде бы ничего сложного, но... Вот видите, что это отдельное искусство, да, такое? Конечно. Спустя некоторое время, кажется, стало немного получаться. Пусть мой звон и весьма отдаленно напоминает правильный и гармоничный, но собой я довольна. Ну я уже молодец. Хорошо, но уже лучше. Александр мастерски владеет и гуслями, приглашает послушать в Центр народного творчества. Обязательно приду, но завтра, а пока прогулка по городу.
Добраться до этого городка просто. Если из Москвы, то поездом до Владимира, а оттуда на автобусе. Ну или на такси. Выйдет оно чуть более 1000 рублей. Смотрите, какие красивые дома. Люди стараются, делают. Но, к сожалению, дороги оставляют желать лучшего. Но плюсов все-таки больше. Мир, покой, тишина. И все как будто бы игрушечное. Своих исторических построек в Суздале сотни. А в прошлом веке их дополнили избами, церквями и мельницами, привезенными со всей Владимирской области. Так и появился музей деревянного зодчества. Ходят слухи, что более полувека назад в этот маленький городок приезжал большой банкир Ротшильд. Миллиардер был настолько поражен богатой историей и красотой местных храмов, что заявил: если бы мне одолжили этот город на пару лет, я бы увеличил свое состояние вдвое. И говорят, именно после этих слов советские власти приняли сделать из Суздаля международный туристический центр. Удивительное место. Тут можно побывать в храме, который сложен без единого гвоздя, и зайти в гости к зажиточным и не очень крестьянам. Привет, 19 век! Этот вот огромный дом, это у нас дом зажиточного крестьянина, а рядом чуть-чуть победнее. В 2024 году Суздаль отметит свое тысячелетие. Это официальный возраст, отсчитывается от первого упоминания в летописях. Но некоторые ученые полагают, что город гораздо старше. У Суздаля есть своя красивая древняя легенда, которую написал один из летописцев. После всемирного потопа и смешения языков на свет появилось 3 брата – Сан, Ависархан и Асан. Пришли они на русскую землю и давай строить. 2 старших брата возвели множество славных городов на берегу Варяжского моря, среди которых Великий Новгород. А младший брат Асан отправился в дикие леса и непроходимые топи и основал город Суздаль. Откуда пошло Суздаль или более позднее Суздаль, доподлинно неизвестно. По одной из версий, это название происходит от славянского слова «создатель», по другой у него скандинавское или финно-угорское происхождение. Но известно наверняка, наиболее древняя часть города – Суздальский Кремль. Вот он. Рядом с Кремлем удалой кузнец Алексей Шкатов. Туристам за небольшую плату он предлагает выковать вместе с ним гвоздь или подкову. Я решила не проходить мимо. Берем молоточек, Да, острым всё. кончиком. Острым? Давайте. Вот этим? Да, берем. Держим. Вот, отгибаем вот этот край. Да, вниз. Еще. Вот кузнецы, молодые кузнецы, они куют, они куют. Накалили, выковали, остудили, зачистили. И вот она, подкова с пылу с жару. Осталось только набить аббревиатуру Ян-Бьян. Я-то у нас, подождите, в обратную сторону, по-моему. Вот так вот. А я R рисую. Ну что, я выковала свое счастье. Ну, как понравилось? Да. Что вы идеально же сделали инициалы. Ну, маленько есть нюансы, это я вижу как бы. Идеально. Все эти кузнецы и кареты словно родом из детских книжек. Но в селе Сельцо, что под Суздалем, сказочного еще больше. Здрасте, пожалуйста! Здрасте. Ждем гостей со всех властей. Ждем, поджидаем, без вас не начинаем. У нас в Суздале-то обниматься любят. Да? А у вас как? Вот. Добро пожаловать на усадьбу Марии Искусницы. Спасибо. Ага. О, здравствуйте, гость. Это Митяй, огородник местный. Да, гостям как местным местям. Да. Ну, а весна встречает. А уже лето встречает и гостей привечает. Да. А что стоим здесь? Да я не знаю, вот на лужок их надо заводить или Ну, не конечно, надо. проходите на лужок, на сухой, на бережок. Пошли!
Здесь хорошо, а в усадьбе-то лучше. Конечно. Это домашний театр «Усадьба Марьи Искусницы». Как вы поняли, хорошее настроение гарантировано, едва ступишь на порог. Вот, дождались мы гостей, великих, знаменитых в будущем. Да, а сейчас по-суздальски разрешите вас поприветствовать. Сердце и в пух поклон. Вот, здрасте! Добро пожаловать в театр Марьи Искусницы. Че стоять, пошли. Забавные персонажи тянут меня в небольшой и милый домик. Моргнуть не успела, а представление уже началось. Старые сказки, они там идут. Старые сказки в сердцах людей живут. Все перетрется и все перемелится, но старая сказка совсем не безделится. Программы тут на любой вкус, и для детей, и для взрослых. Артисты высочайшего уровня. Правда, свои спектакли показывают только большим группам, но для меня сделали исключение. Вот и раскомандовался где-то. Ряб, курочка моя. Здесь одна хозяйка. Я твоя невеста, я твоя невеста. А интересно, это наяву лесу. Спектакль окончен, но радушный прием продолжается. Композиция в ля мажоре про грусть исполняется впервые. Яна, погнали! Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат. Если тебе будет грустно, не забывай меня. И в самом деле, такое разве забудешь? Поставим на всю, и соседи не спят, но под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. В конце чаепитие и подарки. Ян, вы сегодня посмотрели спектакль, который называется «Лисьи проделки». Автор сценария Владимир Мядушевский. И вот мы сегодня хотим от него подарить вам книгу вот такую замечательную, которая называется «Мядушевные мгновения». Очень здорово, спасибо вам большое. На добрую память. А вы не будете против, если я разыграю этот подарок среди зрителей? Конечно, нет. Мы будем рады. Давайте тогда вы пишите комментарии к этому видео. Самое лучшее красочное описание Суздаля, а вы выберете победителя, и я отправлю. Ну, хорошо. Хорошо? Договорились? Все. Пишите комментарии. Митяй! Эй! Иди на селфи-грабли. Так, в конце кричим «шишки». Шишки! Баю-баю-баю, спать укладываю, спать укладываю, приговариваю. К слову, Суздаль настолько театрален и кинематографичен, что тут снимали немало фильмов. Самый известный – «Женитьба Бальзаминова». В один из дворов, где проходили съемки этого кино, даже водят платные экскурсии. Ноченька, приди скорей, приведи желанную. Вот он, двор Бальзаминовых из известного фильма. За вход я заплатила 150 рублей. И за эти деньги ты получаешь вот это. Все. Ненадолго отвлечемся от прогулок по Суздалю. Я хочу рассказать вам об очень перспективной и интересной профессии. Вы купили билет на самолет, потому что кто-то из авиакомпаний проанализировал наши с вами запросы в поисковой строке. Этот анализ позволил измерить потенциальный спрос на билеты и рассчитал цену, по которой выручка станет наибольшей. Учитывается все – загруженность неба самолетами, прогноз задержек рейсов из-за погоды и другие факторы. Словом, есть кто-то, кто делает наш полет комфортным, а компанию богаче, просто используя данные. Этот кто-то – аналитик. Причем компетенции этого человека не зависят от сферы. Он одинаково хорош в разработке мобильных игр, инвестициях или туризме. Да и самое приятное, большинство аналитиков работают удаленно. Согласитесь, самое то для людей, которые, как и я, любят путешествовать. Если хотите получить новую перспективную профессию аналитика данных, я рекомендую учиться в Skill Factory. Там совершенно исключительные преподаватели из МТС, Тинькофф, Озон.
Они преподают с самых основ, так что сложности не возникнет ни у кого. Все для того, чтобы вы поскорее освоили то, что необходимо для успешного трудоустройства. Сложна ли эта профессия? Нет, но и простой ее назвать трудно. Впрочем, я точно знаю, что с обучением у Skill Factory полный порядок. Там все очень понятно объясняют. Беспокоитесь, что не будете успевать? Очень зря. Вы можете проходить курс в своем темпе. Главное, выполняйте задания вовремя. Курс даже можно поставить на паузу, если, например, уезжаете в отпуск. К слову, на первых порах, уже во время обучения, вы сможете устроиться на работу начинающим специалистом и получать 70 тысяч рублей. А через года два вполне сможете рассчитывать и на 130 тысяч рублей в месяц. С трудоустройством проблем не будет, с этим тоже помогут. Это, кстати, подтверждают многочисленные отзывы о курсах Skill Factory. Обязательно изучите их и дерзайте. Время менять жизнь к лучшему. От меня дополнительный стимул. Скорее переходите по ссылке под видео и используйте мой промокод БУЯН на скидку в 45%. Skill Factory – это прямой путь в перспективную и крайне востребованную IT-профессию. Конечно же, в Суздале есть места поинтереснее. Время от времени тут устраивают День лаптя, День старинных ремесел, а последние 19 лет еще и праздник огурца. Да, этот овощ – местный бренд, герой нового русского фольклора. Жители Суздаля так любят огурцы, что даже назвали ресторан в его честь. Но, как оказалось, не просто так. И в оформлении, и в меню этого заведения много огуречного. Моя цель – попробовать самые необычные блюда из огурца. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что у вас есть прям такого огуречного и фирменного? Можете попробовать наш судак. Он готовится со сливочной тыквой и, конечно, с добавлением свежего огурца. Отлично. Так, а еще что у вас есть? Можете попробовать напиток, огуречный лимонад, освежающий, зеленый, красивый, на основе газированной минеральной воды. А я еще видела, у вас раф есть. Есть такой напиток, это кофе, раф огуречный, готовится также на основе эспрессо с добавлением сливок. Ну и, конечно же, огуречного сиропа. Огуречного сиропа, так. Хорошо, давайте тогда огуречный раф, огуречный лимонад попробуем, ну и судак. И, может быть, тогда еще что-нибудь на десерт есть? Конечно, и рекомендую попробовать наше огуречное мороженое. Берем, все берем. Хорошо. Ну, конечно, обычно я не собираю десерты, лимонады, кофе, все это на одном столе, и кофе с лимонадом одновременно не пью, но хочется попробовать самое фирменное и рассказать вам о вкусе. Так что проводим дегустацию. Начнем с судака. Судак вкусный, ну, естественно, он не огуречный, с огурцом у нас идет тыква, как бы такой гарнир, огурец с тыквой. Так что пробуем его. Вы знаете, сначала огурец вообще не чувствуется, то есть такой прям насыщенный вкус тыквы. А потом, когда ты уже тыкву разжуешь, появляется легкий аромат огурца. Очень интересно. Я думаю, что огуречный лимонад, в принципе, пил каждый. Этим вообще никого не удивить. В жаркую погоду огуречный лимонад – это самое то. А здесь еще добавлен лимон, мята. Очень вкусно. Прям рекомендацион. Я никогда не пробовала огуречный раф. Я даже не представляю, какой он на вкус. Поэтому барабанная дробь. Пробуем. Сначала обычный горячий вкусный кофе, а потом просыпаются такие освежающие нотки огурца. Это очень вкусно. Мне интересно теперь, а если я дома в кофе добавлю огуречный сок, это будет также вкусно? Я попробую обязательно. Ну и давайте попробуем мороженое. Какое вкусное. На мороженом я вообще огурца не чувствую. И оно не похоже вообще ни на какой другой вкус мороженого. Ни мятный, ни клубничный, ни там какой-нибудь ванильный. Нет, какой-то своеобразный вот вкус. Наверное, это и есть вкус огурца. Кстати, 20-й юбилейный день огурца в Суздале будут отмечать в июле.
И, как водится, этот праздник на время вернет обычно тихому городку суету и оживленность. Впрочем, один из шумных праздников мне все же удалось застать. Мне повезло, и я попала на праздник «Русальная неделя». Когда-то в языческие времена люди верили, что в это время русалки выходят из воды, ходят по городу и пугают прохожих. Поэтому по ночам никто не спал. После захода солнца в реки и озера кидали освещенные травы и цветы, купались, а потом собирались у костра. Следующий день, и пора расставаться с этим уютным городом. Но напоследок заскочу к своему новому знакомому Александру, чтобы услышать, как звучит самый загадочный русский инструмент гусли. Солнышко заходит, и темнеет день, от горы упала на селенье тень. Лишь церковный купол солнцем озарен, и открыта церковь, и несется звон. Здесь нет высоток и промышленных зданий, зато есть чистый воздух, обилие зелени и волшебная атмосфера старины. Суздаль – настоящая жемчужина европейской части России. Город, который способен отбросить на несколько веков назад. Так что, если вы, как и я, любите историю, вам точно сюда. Напишите в комментариях, понравилось ли вам это видео, следующее уже через неделю. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И, конечно, следите за мной в Инстаграме, там много интересного, что остается за кадром. Правда, есть небольшая опасность. Со мной вы будете скучать по местам, в которых еще не бывали. Увидимся! Браво!